lost my mind with you. I close my eyes, I can let go when I'm with you. In paradise, I lose control. When I'm with you, when I'm with you. Всем привет, меня слышно? Если слышно, плюсики в чатик, пожалуйста, и начнем разбор недели. Не тихо, надеюсь? Слышно нормально? Отлично, хорошо. Итак, прошлая неделя у нас, она вот так закрылась. Внутри, так, внутри этого ранжа цена, она была, но мы закрылись над хаем предыдущей недели. И это сигнализировало на бычий байс. Так. И я в прошлом, то есть на прошлой неделе говорил, да, то, что таргет. Я несколько вариантов озвучивал, и один из вариантов был вот этот вариант. То есть здесь
рынок оставил непроторговленную область. Это гэп 3 дней, и он был не проторговлен. И на прошлой неделе я говорил то, что у нас ожидается в новой неделе сильная новость, FOMS, выход FOMS новостей. И на фоне этих новостей я ожидаю сильную волатильность. Да. И в среду я говорил то, что один из вариантов был такой, что цена должна пойти в премиум, затем отпуститься в дискаунт. И от дискаунта оттолкнуться уже в лонговом направлении. Отчасти цена и сделала именно такое движение, но цена даже еще глубже упала. С чем это связано было? Почему цена не смогла пробить этот уровень? Да? Если мы сейчас откроем весь график недели, то вот что у нас получилось. Цена не смогла пробить вот этот диапазон. Что тут такого было, что цена не смогла пробить этот диапазон? В ICT концепции есть такое понятие, это немногие знают. Я об этом узнал у моего друга, есть трейдер такой иностранный, его зовут Титу. Я многому научился именно на его уроках, в частности, как нужно работать с ордер-блоками, как нужно правильно идентифицировать сломы структуры, и плюс как надо работать с энвогами, эндогами и fair value gaps, то есть с имбалансами. И как раз в одном из его уроков я узнал именно об этой концепции. Есть такая концепция, как last. Так, сейчас я вам напишу last FVG. То есть last FVG это самый сильный из всех FVG, который может удержать цену. Почему он last? Потому что он будет находиться всегда в последней стадии, когда цена будет двигаться, допустим, в бычьем направлении, то в бычьем направлении будет самый последний имбаланс. Вот он. И самые последние имбалансы, если цена двигается в бычьем направлении, то это будет очень сильный уровень сопротивления, который с одного раза цена в большинстве случаев не пробивает. Вот. И это есть, вот у меня все здесь имбалансы, они все отмечены LFVG, то есть они обозначают last FVG. То, что у меня формируется в середине рейнджа, вот допустим, вот рейндж, и то, что формируется здесь в середине, цена для цены, это не будет сопротивлением. Такие уровни цена на один сразу пробивает. Но то, что будет у вас находиться в конце рейнджа, либо если у вас цена будет уже двигаться в обратном шартовом направлении, то есть в шартовом, и на этом движении, вот именно на этом движении, если у вас будет самый последний имбаланс, вот здесь есть маленький вот диапазон. Вот именно этот диапазон может даже удержать цену, если она будет падать. Либо нужно брать диапазоны, то есть имбалансы, которые находятся над Balanced Price Range, то есть BPR-ами, над диапазонами BPR. Эти уровни очень сильные, поэтому нужно всегда учитывать эти уровни при анализе и при торговле. Поэтому цена она не смогла пробить этот уровень, потому что здесь находился у нас сильный уровень имбаланса, то есть last FVG, last daily FVG. Почему что-то у меня... Так,
Сейчас, минуточку. У меня просто клавиатура сейчас что-то перестала работать. Сейчас я попробую исправить это все. Все, работает. Хорошо. Так, куда мы ушли? Так, продолжим. Теперь вернемся. На младший таймфрейм. Так, здесь у нас начало недели. Давайте начнем с самого начала. Я сразу Азию и Лондон пропущу и начну анализ pre-Нью-Йорка. Итак, что мы имеем в понедельник? Я на прошлых стримах рекапах говорил то, что в понедельник мы всегда должны учитывать самым главным образом то, что сделала пятница. Такой рейндж она создала. В понедельник чаще всего будет всегда работать внутри диапазона пятницы. Поэтому вы должны отметить его диапазон high и low. И именно этот диапазон будет для вас в начале недели рабочей областью. То есть это своего рода как double purge, либо аккумуляция. Если одну сторону снимут, то есть вероятность, что цена, если закроется внутри опять этого рейнджа, то уже таргетом охотой будет противоположная сторона. В понедельник у нас начался с расширения в Азии. В лондонской сессии пошла уже аккумуляция. Так, давайте будем теперь разбирать наши сделки, которые были в начале прошлой недели. Так, буду разбирать свои, плюс параллельно сделки моих студентов, которые торговали на прошлой неделе. И первый открываю здесь вот студент, он торговал в лондонской сессии. Здесь все прям досконально отмечено, прям что, откуда, как цена двигалась. И давайте сейчас посмотрим, разобрать это. В принципе, можно и здесь, на этом графике разбирать. Вот цена здесь, отсюда он тянет STDV уровни, плюс его свой инструмент. Цена доходит до экстремума. Отсюда он ищет позиции в шортовом направлении. Вот тут он отмечает, видите, слом структуры. Здесь уже в лондонской сессии происходит слом структуры. После слома тут он входит в сделку. После слома. Давайте посмотрим это в графике. Так, М1. Вот тут у нас получается слом структуры по МСС, плюс у нас есть вот тут уровень цист. И теперь, как мы видим, цена оставила в премиуме непроторговленную область в виде имбаланса, но цена не дошла до него. Цена не доходит. Что делать в таких случаях, если цена не доходит в таких случаях? Мы отмечаем, если цена не доходит до имбаланса, отмечаем ордер-блоки. Там это может быть брейкер-блок, это может быть ордер-блок, без разницы. И пытаемся найти
точка входа именно от ордер блока, то здесь в этой ситуации можем отметить вот этот брейкер блок. И как мы видим, именно диапазон брейкер блока удерживает цену, и цена не может телом закрыться выше этого уровня. Это очень хороший сигнал. Можно прям открывать позицию здесь, как сделал студент. Ставить можно стоп-лосс за диапазон брейкера и таргетироваться на вот этот swing low. Почему этот swing low? Потому что здесь находится равная ликвидность. Вот она. Здесь и здесь. Всегда старайтесь таргетироваться именно на такую ликвидность. Плюс, если мы посмотрим еще ниже, у нас есть тут вот low resistant ликвидность. Вот она. Накопление. Можно прямо сюда делать свой таргет. И вот цена, как мы видим, в лондонской сессии прям отлично за короткий срок дошла здесь до таргета. Вот. Хорошая сделка. А это уже моя сделка, это в нью-йоркской сессии. Давайте разберем теперь нью-йоркскую сессию. Да. Итак, прокрутим. Сейчас я отмечу здесь. Так, 9:30. Вот. Это будет тут. Открывается equity Нью-Йорка. И здесь же прям при открытии у нас формируется SMT-дивергенция с S&P 500. Это был прям отличный, хороший сигнал, чтобы поймать... Так, сейчас. Чтобы поймать шортовое движение. Как мы видим, вот хай Лондона забирает нью-йоркская сессия, но в S&P 500 хай Лондона он остается также нетронутым. Здесь в S&P 500 вообще никакого движения не происходит. Поэтому здесь уже я искал позиции в шортовом направлении. Итак, у нас есть SMT-дивергенция, и откуда можно заходить? Как мы видим, здесь цена не формирует ни одного имбаланса, а все оно перекрывается. То в таких случаях мы либо работаем уже с инверсионным имбалансом, то есть вот этот имбаланс, когда цена перекроет его, он превратится уже в инверсионный имбаланс. Плюс мы можем отметить вот этот уровень как цист, либо вот эту серию этих медвежьих свечей как брейкер-блок. Вот. И как только цена закроется телом ниже этих уровней, мы можем уже искать позицию в шортовом направлении. Как мы видим, смотрите, вот здесь инверсионный имбаланс, он уже подтвердился, и цена обратно приходит, тестирует этот инверсионный имбаланс. Вот. Я уберу пока брейкер-блок. Вот. Цена закрывается телом ниже этого инверсионного имбаланса, и обратно возвращается и не пускают цену выше. То здесь можно попытаться открыть позицию в шортовом направлении, поставить стоп-лосс за инверсионный имбаланс. И куда мы можем таргетироваться? Мы видим то, что цена не достигла этого уровня. Оставалось совсем чуть-чуть. Об этом я рассказывал, почему цена делает такое движение. Если кто-то не знает, можете посмотреть стрим прошлой недели. Там я подробно рассказывал об этом, почему цена, не доходя до этого уровня, разворачивается. Окей, мы здесь сформировали SMT-дивергенцию. Затем у нас подтвердился слом. Так, SMT есть. И куда нам таргетируется? Мы видим то, что здесь есть полка low resistant ликвидности, то есть нетронутая ликвидность, очевидная.
Что мы делаем в таких случаях? Первым очевидным таргетом у нас будет, так, вот эти, первый таргет будет вот здесь у нас. Почему? Потому что здесь заканчивается эта полка ликвидности. Второй таргет будет этот swing low. Первый. И вот этот swing low. Так. Если цена, она хотела бы дальше двигаться в лонговом направлении, она бы развернулась отсюда. То есть пробила бы этот уровень и забрала бы эту ликвидность. Плюс мы находимся в диапазоне дневного здесь имбаланса. Last FVG, помните, да? Потому что это сильный уровень, поэтому здесь я уже ожидал подтверждения для шортового движения. Мне дали это подтверждение в виде вот этого SMT. И плюс был еще уже слом. Вот тут у нас был подтверждение было слома структуры. То есть уровень ЦИС пробился. Вот он. Поэтому таргетируюсь сначала вот на этот равный лоу. Короткая позиция. Здесь у нас точка входа. Здесь. Это первый. А второй у нас будет ниже. Вот этот уровень. Если цена пробьет этот уровень и цена закроется телом ниже, то мы можем здесь добавить вход, либо закрыть здесь сделку и открыть новую сделку на откате цены в премиум. Так, давайте посмотрим, как цена. И как мы видим, цена, видите, прям сильно отталкивается от этого диапазона. Значит, наша идея была верной. Мы правильно прочли алгоритм. Так, подтверждение. Дальше смотрим, как цена двигается. И смотрите, когда цена, она уже находится в программе продаж, то в этом случае у нас все уровни PDRA будут поддерживать это падение. Как это будет происходить? Ордер-блоки, брейкер-блоки и имбалансы, они будут поддерживать цену в направлении падения. Вот мы здесь видим, здесь у нас диапазон имбаланса. Вот он. И этот имбаланс удерживает цену. Вот. Здесь происходит аккумуляция. В конце забирает всю ликвидность, которая здесь аккумулировалась. И опять падаем вниз. Дальше уже здесь цена отталкивается от ордер-блока. Вот. Мы пробиваем вот этот уровень. Обратно цена возвращается в премиум. Здесь получаем реакцию от ордер-блока этого. И опять падаем. То есть вы когда будете видеть такое движение, когда у вас имбалансы, ордер-блоки, либо брейкер-блоки будут поддерживать одно направление, либо это будет лонговое, либо шортовое, значит цена находится уже в программе либо продаж, либо покупок. Это своего рода, можно сказать, как бы сигнал при чтении алгоритма. Есть, мы достигли таргета, и при откате можно опять войти в позицию. Но обычно, когда цена забирает вот такую пул ликвидности, то он всегда резко возвращается в диапазон, формирует какую-то аккумуляцию, только после этого продолжает свое движение.
И если вы смотрели за моими скриншотами моих трейдов, то в большинстве случаев цена всегда... Вы можете это увидеть, да, на этих скриншотах. То есть я ставлю take profit 1, 2, допустим, 3. И после первого take profit цена сразу забирает take и заходит внутрь рейнджа. Мне часто задают такой вопрос на Дискорде. Почему именно ты поставил take туда, прямо откуда цена развернулась? Это не из-за этого, не из-за того, что я ставлю тег и цена отсюда разворачивается. Просто алгоритм такой. Когда у вас есть пул ликвидности, вот смотри, здесь очевидный пул ликвидности, вот он. Вот. Накопление ликвидности. Здесь много стопов. И как только цена забирает эту ликвидность, она делает откатное движение, чтобы заманить сюда неопытных трейдеров. Почему? Чтобы здесь создается иллюзия того, что все, цена здесь забрала ликвидность, и миссия закончилась. Теперь якобы будут начинаться лонги. И здесь запрыгивают трейдеры, которые не понимают алгоритм, в лонговом направлении. Понятно, да? Начинается у нас ланч-сессия. И смотрите, когда оставалось совсем чуть-чуть до этого свинг-лоу, цена делает разворот. Вот. Здесь формируется разворот. Плюс мы тут фармим, цена, вот, маркетмейкер фармит ликвидность специально. Вот она. Плюс ее можно взять как за аккумуляцию. Вот это движение будет манипуляционным движением. И вот здесь, вот первый сигнал, то, что цена намерена спускаться вниз. Видите вот эту свечу? Она забирает ликвидность и телом закрывается внутри предыдущих свечей. Вот это первый сигнал. То есть вот тут можно опять входить в шортовом направлении и теперь уже таргетироваться сюда. Почему? Потому что цена здесь, это было манипуляцией, но при этой манипуляции мы сформировали опять почти равные лои. Вот тут собрано опять стопы тех трейдеров, которые зашли в лонговом направлении, думая, что сейчас вот здесь будет разворот и цена пойдет уже расширяться в лонг. Вот так. Вот здесь собраны все стопы. Поэтому нужно правильно читать алгоритм, то есть price action. И как мы видим, вот цена резко упала, и мы достигли таргета. И таким образом у нас здесь RR 1 к 12 есть. Вот, 1 к 12. Все, здесь уже день заканчивается, торгов больше не было. Okay, bro, all right, thank you. You can watch it tomorrow. I will add the subtitles in 4 languages. You can easy watch it tomorrow, bro. Итак, понедельник, смотрите, теперь в понедельник мы достигли этого таргета. Все, забрали. Теперь посмотрим, что сделал у нас вторник. Что сделал вторник. Я прокручу все сейчас. И опять цена заходит вовнутрь этого рейнджа. Здесь начинается азиатский рейндж.
это уже говорит о многом, то, что, да, мы вернулись опять внутрь рейнджа, и теперь, сейчас я удалю все ненужное. Теперь, в этом случае, наш рабочий рейндж будет рейндж понедельника. Вот high, вот low. До этого мы работали вот с предыдущим рейнджом пятницы, вот с этим, да. Здесь мы достигли сразу премиума. В премиуме мы получили реакцию от этого rejection блока и забрали ликвидность пятницы. Теперь во вторник у нас рабочий рейндж, вот этот сформированный новый рейндж. Так. Итак, мы видим, что уже в азиатской сессии цена достигла премиума, и в премиуме мы тестируем 15-минутный имбаланс. Вот он. То есть, если вы помните, где это прям, цена двигается всегда в рынке, у него две цели. Это сначала, если цена находится в дискаунте, оно поднимается в премиум, затем падает опять дискаунт, и затем опять в премиум. Вот так и двигается. Самое правильное здесь умение определять правильный рейндж и правильный POI. То есть откуда цена будет получать реакцию. В этом случае у нас POI 15-минутный имбаланс. Вот. Как мы видим, здесь именно этот POI, он не дает цене пробиться выше. И отсюда получаем реакцию, цена начинает падать. И здесь же мы формируем слом структуры. Вот здесь. Вот он. Видите, этот уровень это цист. То есть здесь подтверждают слом структуры нам. Дальше двигаемся до лондонской сессии теперь. Так. Сейчас я посмотрю, здесь в Лондоне кто-нибудь работал. Здесь кто-то работал, но непонятно пока. Каких других нету. В общем, вот здесь тоже была хорошая возможность поймать шортовое направление. Почему? Потому что вот цена здесь делаем слом структуры. И мы здесь, цена здесь оставила не проторговленную область в виде опять имбаланса. Вот 15-минутного имбаланса. Да. То есть можно было таргетироваться хотя бы на 0,5 уровень этого имбаланса, потому что это очень широкий диапазон. Можно было прям хорошее движение поймать. Окей, не будем здесь застревать, сразу перейдем к нью-йоркской сессии. Так. 9:30 сейчас. Вот здесь это будет. Осталось 2 свечки. Вот. 9:30. Equity Нью-Йорка. Убираю это. Итак, что у нас здесь происходит? Да? В нью-йоркской сессии мы видим, что цена сначала снимает ликвидность, вот эту low resistance ликвидность лонговым движением, затем падает вниз и забирает ликвидность понедельника. Вот эту. Вот она. Мы снимаем low понедельника. Previous day low. Вот. И цена стремительно опять возвращается вовнутрь рейнджа. Вот. Вот тут можно было уже искать
вход в позицию. Почему? Потому что мы здесь плюс сформировали SMT-дивергенцию. Вот, смотрите, где S&P 500, а где NASDAQ. NASDAQ забирает previous day low предыдущего дня, а S&P 500 делает fail. Таким образом у нас формируется SMT-дивергенция, которая подтверждает смену тренда. И здесь мы уже можем искать слом структуры и вход в позицию. Слом у нас был бы где? Здесь был бы у нас уровень цист, да? Уровень цист. Либо вот этот swing high служил бы у нас уровнем market structure shift. И вот как мы видим, вот, в движении, когда цена делает слом структуры, она в большинстве случаев формирует имбаланс внутри этого движения. Вот он. Вот у нас имбаланс. Вот он. Но я здесь заходил уже чисто по опыту, уже от инверсионного имбаланса. Это, если у вас есть опыт, и вы знаете то, что здесь очевидный слом структуры будет, так как у нас есть SMT-дивергенция, можно было поймать движение вот тут, как я сделал. Вот именно вот здесь можно было покупать. Так, сейчас сделаем, открепить. Тут. Так, где эта сделка теперь? Вторник. Вот. Вот здесь это 3-минутный таймфрейм. Я на минутном заходил здесь. Вход был вот этот инверсионный имбаланс. Но если вы не уверены, вы хотите с подтверждением заходить, вы могли бы просто здесь дождаться слома структуры. Смотрите, вот у нас был цист поглощен, тут и плюс с Market Structure Shift. После этого цена возвращается, тестирует этот имбаланс. Если все еще вы сомневались бы, нужно было просто подождать, когда цена закроется над этим уровнем. Над этим уровнем. И вот опять цена тестирует. Вот тут уже подтверждение есть, потому что медвежья свеча не смогла дальше упасть ниже. Тут можно было входить уже в позицию. И таргетироваться нужно было здесь. Мы видим то, что здесь цена формировала ликвидность. Вот она, опять low resistance ликвидность. Вот эти хаи, они не тронутые хаи. Здесь скапливается ликвидность всегда. И тут в этом случае можно сразу таргетироваться на хай азиатской сессии, где у нас находится прям пул ликвидности. Вот он. Дальше у нас здесь особо ничего нет, потому что здесь цена просто падала, и тут мало кто успевает зацепиться на это движение и ставить здесь стоп. Если кто-то и зацепился, он ставит стоп сюда, и поэтому ликвидность находится в самом хае. А те, кто уже зашел тут, их стопы находятся вот здесь. Кто здесь зашел тут, они ставят на это swing high. Поэтому очевидный таргет будет вот этот swing high, который сформирован в азиатской сессии. Плюс, опять здесь еще одно подтверждение, кроме этой SMT-дивергенции. Смотрите, мы здесь формировали ликвидность, да, но вот этот рейндж, он, хоть и мы достигли в премиума, но вот эта часть, она осталась нетронутой. Вот эта верхняя часть, она осталась нетронутой. Поэтому, когда уже такой рейндж формируется, и внутри него формируется вот этот swing high, он в большинстве случаев будет уже добычей. То есть за этим свинхаем будет всегда охота. Ее в большинстве случаев забирают.
Есть. И вот мы забираем этот наш таргет. И здесь у нас есть RR опять 11. Можно сказать, даже 12. Тут было 12, здесь 12. Отлично. У меня есть такое правило. Я всегда, смотри, торгую основное движение дня. И если мой таргет достиг, все, я закрываю. Я не жду. Обычно, когда цена переходит на ланч, то она может продолжить движение дистрибуции. Но в большинстве случаев после ланча цена в PM-сессии делает разворот и заходит внутрь рейнджа. Я не торгую PM и ланчи. Основное движение, то есть охота происходит вот тут, с открытием equity Нью-Йорка. Если вы поймали это движение, все, можно закрывать чарт и идти отдыхать. Не напрягать себя, не перегружать себя. Дальше уже сложно читать. Старайтесь, если там торгуете, то один качественный трейд в день. Все, этого хватит. И не будете напрягать себя. Остальное время тратьте на анализ, на изучение, на улучшение своих скиллов. Так, окей, перейдем теперь к среде. Дальше я уже не торговал, потому что я поймал самое смачное движение. То, что дальше будет, мне не интересно уже. Итак, здесь уже формируется Азия. Так, азиатский рейндж. И теперь по отношению к этому дню, это среда, мой рабочий рейндж будет рейндж вторника. Вот этот. Вот он. Итак, смотрите, здесь интересный момент. Buy side моего рейнджа забрали. Плюс мы здесь сформировали SMT-дивергенцию. Опять. Да? Видите? Вот тут S&P 500 забирает хай предыдущего дня, но то есть NASDAQ забирает, S&P 500 делает фейл. Вот, он не смог даже подняться до этого хая. Здесь у нас формируется SMT-дивергенция, которая опять сигнализирует смену тренда. Так. Смена тренда. Перейдем на младший таймфрейм. Тут, в принципе, можно даже здесь увидеть невооруженным глазом, да, то, что вот тут опять нафармили ликвидность. Вот она. Ликвидность, ни одна из этих свингов не была очищена, да, потом здесь нетронутый свинг-лоу. Это считается ликвидностью. Так, сейчас если на М1 перейдем. Итак, вот здесь у нас уже происходит слом структуры. Вот он, через цист. Есть. Либо мы можем взять в качестве слома вот этот свинг-лоу сам же. И что делает цена? Мы закрываемся телом убедительно под этими уровнями. Вот они. И оставляем здесь уже то есть PDRA. Да? Но тут есть, конечно же, имбалансы, но они совсем, смотрите, очень маленькие. Да? То есть не совсем сильные уровни, чтобы удержать цену. А есть еще у нас выше вот тут уровень инверсионного имбаланса. Вот он. В таких случаях я рекомендую брать именно вот такие элементы ICT.
То есть инверсионный, который прям видно, здесь видите, широкий гэп, он не перекрыт. Плюс мы видим то, что именно этот инверсионный имбаланс не позволил цене дальше подняться тут выше. Его хай этого диапазона прям сильно удерживает цену. Затем цена опять пытается здесь пробить этот уровень, вот попытки, но свечи закрываются телами под этим уровнем. То есть 0,5 уровень этого диапазона опять удерживает цену. Это обозначает, что цене не дают пробиться вверх. И плюс у нас начали работать PDRA. Помните, я говорил, то, что если алгоритм переключает программу, то наши элементы PDRA, они начинают поддерживать цену в направлении основного движения. И вот это первый сигнал. То есть этот инверсионный имбаланс начинает удерживать цену и поддерживать падение. Вот здесь в этом случае самый хороший, вот смотрите, вот тут можно было поймать вход. Я не торговал в лондонской сессии, но здесь я прям просто делаю анализ, то, что как можно было бы тут поработать, да. И тут смотрите, мы здесь, если выполнили вход, то первая очевидная, самая ликвидность, это вот этот оригинальная консолидация. Если можем взять вот это движение как MXM модель, то вот эта аккумуляция, она будет служить оригинальной консолидацией. И тут у нас можно это как интерпретировать MXM модель. И таргет можно вот прямо сюда ставить. Первый таргет. Затем мы видим то, что вот тут опять полка ликвидности. Здесь тоже полка ликвидности. Видите, да? Целая полка нетронутая. Можем разделять, вот в таких случаях можно разделять свои входы, ставить первый уровень take profit, вот тут второй и третий. То в этом случае теперь вот эта консолидация, она будет у нас вторая аккумуляция. Вот тут у нас оригинальная консолидация здесь. Вот. И это движение, вот это движение, у нас кривая покупок MXM модели была. Как мы видим, смотрите теперь. Вот тут тоже MXM, вот это движение. Здесь кривая продаж, кривая покупок. Мы здесь достигли таргета, сформировали SMT-дивергенцию, и теперь эта кривая покупок, она сама уже переходит в форму ликвидности. То есть теперь будет охота за этой кривой. В первом случае она была сама как дистрибуции, теперь эта дистрибуция превращается в ликвидность, и теперь будет охота именно за ликвидностью, которая находится внутри этой кривой покупок. Поэтому первый таргет здесь, да, вот второй мы сюда поставили, второй и так. Почему он не меняет? Бля, я удалил нечаянно, удалил. И здесь третий. Окей, мы здесь выполнили вход. Давайте теперь сделаем так. Стоп за инверсионный имбаланс. Take первый сюда. Уже здесь у нас имеется 1 к 4 RR. Дальше. Сюда. Стоп за этот. И финальный у нас Low Азии. Low Азии. Всем понятно, да, почему здесь уже идея у нас шартовая? Потому что есть SMT-дивергенция, подтверждение.
Плюс мы опять достигли премиума этого рейнджа. Мы забрали ликвидность, вот эту ликвидность. Все. И здесь формируется слом структуры. Все подтверждения есть, чтобы входить в шортовом направлении. Давайте посмотрим теперь, как цена здесь двигалась. Лондон, 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 Лондон. Есть, первый таргет забрали. Видите? Первый таргет забрали. Плюс здесь дополнительно протестировали. И вот тут формируем Turtle Soup. Это тоже один из элементов подтверждения MXM модели. Если у вас здесь формируется в премиуме, да, в начале вот это движение Turtle Soup, можно уже смело быть уверенным, что у вас сейчас здесь прогоняют модель MXM. Так, теперь здесь посмотрим, где можно входить. Сейчас на М1 перейдем, чтобы посмотреть. Смотрите, здесь есть SMT дивергенция, уже есть. Вот она. Так, вот SMT есть, да? То в таких случаях, если подтверждение есть, можно открывать шортовую позицию. То есть можем прямо отсюда открывать позицию в шорт с продолжением уже сюда. Вау, вау, вот. Видите, моментально. Потому что здесь у нас low resistance ликвидность. Вот эта ликвидность, которая была сформирована, она вот. Я в одном из стримов говорил, когда формируют low resistance ликвидность, то обычно ее убирают одним мощным импульсным движением. Вот как раз сейчас это и есть вот мощное одно импульсное движение. Поймали. Окей. Здесь это работает. Давайте себе перейдем к нью-йоркской сессии. Нью-Йорк. Так, 7, 8, 9, 30. И посмотрим, как я работал именно в Нью-Йорке. Так, вот. По-моему, это Нью-Йорк был, да? Нет, это мы уже отработали. Вот. Вот где я заходил. Давайте разберем теперь это все. Вход был отсюда. Это был pre-Нью-Йорк. Так, сейчас до 8 часов подгоним. Так, 8 часов. 8. Нужно вот отсюда. Все, что до этого времени, уже не интересно, потому что это не входит в килл-зону. Так, перейдем на М1. Теперь смотрите, что у нас здесь имеется, вот именно в этом моменте. Мы видим то, что цена здесь фармила аккумуляцию опять. Да? Цена находилась внутри диапазона и вот формировала боковое движение. Это аккумуляция. И выход из этой аккумуляции всегда является манипуляционным движением. Если манипуляция, можно так сделать вот такой. Проложить вот это. И тут на отклонении 2-2,5 я буду уже искать, наблюдать за формированием SMT дивергенции.
SMT дивергенции. Теперь смотрите теперь. Вот у нас SMT есть. SMT Momentum. Вот он. Вот SMT есть. Теперь мне нужно найти вход. Откуда бы я мог выполнить вход для своего... Так. Чтобы поймать дистрибуцию. Потому что у меня есть аккумуляция, манипуляция. А вход здесь пока мне не дают. Мой уровень CIST, это будет вот этот уровень. Да. Здесь ниже Market Structure Shift. Окей, пробили. Единственный, смотрите, выше тут есть имбаланс, но он маленький. Да? Самый ближайший это вот этот имбаланс у меня. Вот он. Посмотрим, что сделает следующее движение. Вот тут можно открывать позицию, потому что слом он уже у нас имеется. Стоп можем вот так выше поставить за этот имбаланс. И таргет будет у нас сначала вот эта ликвидность, вот эта low ликвидность. Вот она. И финальная ликвидность, если у нас тут, посмотрим, вот тут есть равная ликвидность, вот она. Видите, вот эти два low. Здесь, потом, вот тут прям отличная, вот есть swing low и этот low. Тут и последний, если цена пробьет, то low предыдущего дня. Потому что у меня есть магнит недельного формата. Это, помните, я в начале стрима отмечал, имбаланс, трехдневный имбаланс, который не был протестирован. То это магнит для недельного притяжения. Поэтому я буду работать в шортовом направлении. Да, когда цена будет формировать соответствующие условия. Вот тут прям есть условия, потому что мы здесь сформировали SMT дивергенцию, здесь полка ликвидности, и цена не может пробиться выше вот этих уровней. Окей, давайте первый take profit поставим сюда. Короткая позиция. Если мы вошли тут, стоп за этот. Сюда второй и третий вот сюда. И давайте понаблюдаем. У нас до открытия Нью-Йорка осталось 1,5 часа здесь. Еще отметим тут 9:30, чтобы не пропустить. Вот. Окей. Отлично, вот видите, мы, значит, здесь правильно прочитали алгоритм. Это была аккумуляция, это была манипуляция. Если дистрибуция, то цена должна прям резко падать вниз. Что цена и делает, да, в принципе. Смотрите. Вот тут открывается Нью-Йорк, и он сразу продолжает движение. Вот это движение продолжается. Почему? Потому что наши PDRA, о чем я вам говорил в сегодняшнем стриме, вот они поддерживают падение. Вот. Это FEG поддерживает и дальше толкает цену вниз. И есть вот наш Т, который почти еще... тут осталось. Зато первый и второй мы отработали. Осталось дождаться третьего.
Есть. И вот наш третий тейк тоже отработал. Опять RR12. Нормально. Все, поймали дистрибуцию, поймали лондонское движение, нью-йоркское движение. Можно закрывать чарт. И то, что будет твориться после Нью-Йорка, обычно после таких сильных движений, либо консолидация, цена остается внутри рейнджа. И очень редко бывают резкие развороты цены. Но что уже там будет дальше, это неинтересно. Самое главное, мы здесь правильно прочитали, отработали, забрали свои деньги, все, закрываем. И дальше можно не напрягать себя. Не старайтесь ловить каждое движение, когда вы торгуете. Когда делаете анализ, да, окей, но при торговле не надо этого делать. Лучше один трейд качественный и поймать хорошее движение, на этом успокоиться и выйти. Так, это было средой, теперь перейдем к четвергу. А где наш уровень сейчас? Я забыл отметить этот уровень. Вернее, я отмечал, но что-то куда-то он пропал. А вот. Вот этот имбаланс. Итак. Плюс тут еще был выход новостей. Среда был ФОМС. Вот. Был ФОМС. Но я не торговал ФОМС, потому что по нашему времени это совсем уже поздно становится из-за смены часовых поясов. Это слишком поздно для меня. Так. Опа. Вот это движение я как раз говорил еще в воскресенье на прошлой неделе. Я говорил то, что в среду цена должна упасть на этот диапазон. Сначала цена поднимется в премиум, затем она упадет. Вот так и случилось. Вот, так и случилось. Но здесь я уже не торговал, потому что я спал в это время. Окей, что у нас было дальше? Ну зато это движение поймал ученик, наш студент. Вот. Вот это движение шортовое он поймал. Как раз вошел здесь от 15-минутного имбаланса, от теста 15-минутного имбаланса. И тут вышел, когда цена достигла именно этого уровня. Ну-ка давайте на М15 посмотрим это. На М5, то есть. Так. Здесь у него не М15, а М5. Это М5. На М1 здесь мы можем увидеть цист, слом структуры. Так, этот хай был вот тут. Здесь был цист. Да. На трехминутном был вот тут. Вот он. Плюс у нас здесь вот имбаланс. 3 минут. Он вошел вот тут. Здесь вошел. И вышел на диапазоне 25 400. 25 350 400. Отлично. Прям вот здесь он где-то вышел. Если 360 тут, а у него тут стоит вот тут 350. Но он поймал это все движение, прям красавчик. Он все это движение поймал. Он вышел вот тут где-то.
И тут РР прям бешеный. Кто умеет рано вставать, получает. Было вот такое движение. Вот оно. Вот. Хороший трейд. У меня было потом. Я потом торговал вот здесь. Это было 8:30. Так, давайте прокрутим. До 8:30. Вот тут будет. Бля. Сори. 8:30 вот здесь было. Окей. Итак, перейдем на младший таймфрейм. Что мы тут имеем? Бля. Вот видите, азиатский рейндж. Вот. Сейчас я все удалю. Вот рейндж Азии. И здесь на S&P 500 тоже рейндж Азии. Смотрите, здесь цена, телом цена остается внутри рейнджа Азии, а на NASDAQ она выходит выше. Дальше. Так. Вот тут я уже поймал вход в шортовом направлении. Вот это движение сейчас разберем теперь. Итак, вот здесь был установлен хай у нас. Здесь у нас будет слом структуры. Вот тут цена сделала SMT дивергенцию, Хайден SMT. У нас есть подтверждение, поймать шортовое движение, да? И мне нужно здесь просто поймать вход, откуда можно бы войти. Самый хороший вход, это вот здесь есть имбаланс, вот он. Блин. Вот. От теста имбаланса. Вот имбаланс. Плюс мы сделали слом. Процисс. Здесь хороший слом. И можно здесь заходить в шортовые позиции. Стоп мы поставим за этот хай. Подтверждение. И куда мы можем таргетироваться, да, в этом случае. В этом случае плюс здесь еще одно было подтверждение. Опять PO3. Вот тут была у нас аккумуляция. PO3. Вот это была аккумуляцией. Это движение было манипуляцией. Это было манипуляцией. И как раз на уровне 2.2,5 у нас сформировалась SMT-дивергенция, которая подтверждает слом и смену тренда. И тут первый таргет, смотрите шире, это первая аккумуляция. Вот тут самая главная аккумуляция находится здесь. Вот она. Это MXM модель опять. Здесь уже оригинальная консолидация. Снова. И чуть ниже, вот тут у нас равные лои. Вот эти равные лои. Можно прям вот это поставить. Ниже не советую, потому что этот лоу, он снял ликвидность и предыдущих дней. Если посмотреть так, сейчас я вам покажу. Это high resistant ликвидность. Почему? Потому что мы здесь этим движением забираем ликвидность сразу. Раз, два, три. 3 дней. Вот понедельник, вторник, среда. Мы забираем ликвидность этих 3 дней. Вот эту. Плюс этим движением мы забрали вот эту ликвидность. Вот. Предыдущей недели. Поэтому этот уровень, он является protected low.
protected, но ликвидность до него — это ликвидность. И на нее можно охотиться. Плюс вот это прям явное. Поэтому в этом случае мы здесь входим в позицию. Первый тейк у нас вот этот, low. Стоп мы ставим за этот high можно поставить. Вообще за вот сюда можно. Потому что вот здесь у нас уровень брейкер блока. Можно поставить за брейкер блок. Вот так. Здесь первый таргет. Второй таргет у нас оригинальная консолидация. И третий таргет вот эти равные лои. Либо вот этот сам rejection блок. Начало него. Начало. Потому что, чтобы цена оттолкнулась, она должна протестировать блок. И это здесь может быть именно этот rejection блок. Можно прямо на него ставить. Я сразу сделаю сюда, потому что сейчас я вам покажу. Так, перейду на M5 сразу. Плюс мы тут достигли. Сейчас. Опа. Мы здесь находились уже в премиуме вот этого рейнджа. Опять, видите, рейндж, который был сформирован в предыдущем дне. Вот тут в среду началось это движение, начало рейнджа, и вот здесь лоу. Поэтому работаем уже опять с этим рейнджом. Отмечаем его премиум дискаунт. И цена, когда достигла премиума, то мы здесь ищем от POI реакцию, то есть слом структуры, и от него уже можем отталкиваться. И вот, как мы видим, прям цена отлично отработала, мы забрали всю эту ликвидность, и здесь цена получает реакцию. Но я дальше уже не стал здесь торговать, мне было достаточно этого движения. Но цена дальше сделала опять хорошее движение. Прям дальше, кто если поймал, тот поймал и красавчик. Так, это был четверг. Все. В пятницу я не торговал, но в пятницу можно было также поймать движение. В пятницу тоже был хороший вход. Пятница у нас была здесь. Смотрите, что у нас было тут. Так, на М1. Вот тут цена здесь у нас формирует после лондонской сессии SMT дивергенцию. Вот она. Видите? Здесь у нас был профиль дня Judas, New-York Judas. И именно вот тут и сделали это ложное движение Иуды. Вот. Это движение было вот здесь, где сформировали SMT. Так, на М1 теперь. На М1. Где можно было, как можно здесь было поймать, да, движение? Здесь вот эквити Нью-Йорка начинается. Цена сначала делает ложное движение в лонг, затем мы здесь делаем слом структуры. Вот. Происходит слом. Market Structure Shift. Либо босс, либо
кто как, да, блин. Для меня это маркет страйк, слом структуры. Вот тут у меня происходит слом структуры. Итак, как мы видим, здесь нету ни одного имбаланса. Единственный имбаланс находится здесь выше, вот тут. Но до него у нас BPR. Здесь Balanced Price Range. Вот этот полный рейндж пробалансированный. В таких ситуациях надо искать вход от блоков, как я говорил ранее. Либо order блок, либо breaker блок. Здесь можно было вот воспользоваться вот этими блоками в качестве breaker блока. Вот. И как мы видим, смотрите, цена приходит в диапазон этого breaker блока, но ни одна свеча не может здесь закрыться выше телом. Вот тут был отличный вход в пятницу. Стоп за брейкер. Почему? Потому что у нас есть SMT дивергенция, тут есть прям накануне, да, можно сказать, открытия equity Нью-Йорка. И мы здесь видим то, что цена сначала поднялась в премиум, но не смогла дальше продолжить движение лонговое и развернулась, сделала здесь, сформировала слом структуры. Вот он. После слома, вот мы уже можем их находить, то есть попытаться найти вход. Здесь можно было открывать с минимальным риском. После подтверждения, вот тут у вас был бы confirm, то есть подтверждение вашей идеи. После этого движения можно было вот тут, как только вот эта свеча закрылась телом ниже, от теста вот имбаланса, можно было добавить еще одну позицию, то есть лот, и тем самым уже поймать все это движение с таргетом, куда можно было таргетироваться. Как мы видим, мы здесь, видите, равные лои, вот они, вот равные лои. Специально здесь сформировали эту ликвидность, чтобы потом вот здесь именно в пятницу забрать. Плюс у нас, куда это, ударил, да? Плюс у нас есть, был на дневном таймфрейме. Так, вот тут не протестированная область, вот она, дневной имбаланс. Как раз таки это, можно сказать, как last FEG. А это уже являлось ликвидностью. Это ликвидность. Вот. Почему? Потому что вот равная ликвидность здесь опять и здесь. Вот. Можно было таргет первый ставить вот сюда, TP1, а сюда уже Take Profit 2. И как мы видим, вот цена как раз забирает ликвидность. А предыдущей недели, это Previous Week Low был тут, забирает и уходит внутрь рейнджа. Тут можно было поймать это движение, да, вот таким вот образом. Либо, да, мы на младшем таймфрейме смотрели это. Вот. Так. Это на M1 можно, да, посмотреть. Либо можно сделать опять на M5 пройти. Там уже тоже найти позицию для входа. Как? Вот таким вот образом. Вот этот уровень у вас будет цист. Вот, после того, как цена делает слом, пробивает вот этот swing low, закрывается телом, вот эта медвежья свеча телом закрывается ниже вот этого swing low, вы здесь отмечаете цист уровень. И как только цена вернется на этот диапазон и получит реакцию, не сможет дальше подняться, можете открывать позицию в шорт. Можно было поймать вот это движение. Все, здесь тоже 24 РР был бы у вас. Вот таким вот образом мы отработали на прошлой неделе я и мои студенты. Плюс теперь, что здесь самое важное, да? Я тут отмечал внутри дней, что важно всегда отмечать свой рабочий фрейм. То есть, как это говорится, фрейм. Рабочая область, с которой вы будете работать. В понедельник это был у нас фрейм
от пятницы. Рабочая область — это пятничный рейндж. Да? Во вторник у нас был уже рейндж понедельника теперь. Вот. С чем мы работали. И так мы двигались дальше. В среду, в четверг опять работали с предыдущими днями. Вот. С рейнджами. Потому что цена двигается всегда внутри рейнджа в премиум и дискаунте. Премиум и дискаунт. Вот. То же самое у нас происходит и на уровне недельных таймфреймов. Если мы посмотрим, смотрите, вот тут мы сняли previous week high, то есть high предыдущей недели, и закрылись внутри. Если мы перейдем на daily timeframe, это будет четче видно. Да? Вот смотрите, вот тут уже мы снимаем и закрываемся внутри этого рейнджа. Теперь здесь мои студенты, они должны лучше понять это, потому что мы это проходили в уроке Double Purge Theory, да, теория двойной зачистки. Тут происходит, смотрите, мы забираем ликвидность предыдущей недели, вот предыдущая неделя. Так, сейчас я отмечу тут. Так. Это дни. Вот. Теперь. Так. Сделаем вот так. Вот он, previous week low. И previous week high. Теперь можно нахрен индикатор отключить, перейти на daily, чтобы... Бля, опять куда исчезло? Видимость. Вот. Так, теперь смотрите. Вот тут, вот здесь уже можно было догадаться. Помните, если кто забыл, пересмотрите еще раз мой урок про Double Purge Theory, вы сразу поймете. Вот тут цена забирает ликвидность с хая предыдущей недели, и мы закрываемся внутри этого рейнджа. Вот. Внутри этого рейнджа. А если мы закрылись внутри этого рейнджа, то что мы должны сделать? Посмотреть, где было начало, откуда начиналось вот это движение, которое сформировало вот этот swing high. Вот этот swing high. Где начало этого движения? Начало. А начало у нас идет от вот этого ордер блока. Вот он. Если начало, то есть если мы забрали конец этого движения и закрылись внутри, может быть, кто-то знает, плюс кто-то изучал Candle Range Theory, да, SRT от Ромео, там тоже про это говорится частично, да, частично. Но я об этом узнал совсем из других источников, с другой автор, это автор MXM Trader. Благодаря его уроку про Double Purge Theory я понял эту концепцию. И вот, здесь мы забрали, как только мы забрали high этого движения, было уже понятно, что как только, то есть, забрали и закрылись внутри рейнджа. Вот наш рейндж, рабочий рейндж, это наша предыдущая неделя. Вот она. Мы забрали high предыдущей недели, закрылись внутри рейнджа предыдущей недели. И тут смотрим то, что внутри прошедшей недели и текущей недели цена здесь сформировала очень хорошую полку ликвидности. Вот она. И она очевидная ликвидность. И плюс у нас по Double Purge у нас тут начало движения. И цена находится плюс внутри дневного имбаланса. Есть еще один урок от MXM Trader, то есть в его закрытом курсе, приватном курсе, он именно рассказывает про эту концепцию. Когда у вас внутри имбаланса формируется один свинг, вот это такой свинг, то в большинстве случаев это будет ликвидностью. То есть цена вернется, заберет эту ликвидность, потом продолжит это движение.
То есть здесь было несколько подтверждений, что цена упадет в этот диапазон. И вот мы поймали это движение, закрыли. Так, Тони, подскажите, в пятницу в открытии Нью-Йорк Лонг было ТВХ после снятия снизу, был СМТ. Наверху таргеты были, посмотрите, пожалуйста. В пятницу на открытии в Нью-Йорк в Лонг. Так. Сейчас. Здесь в пятницу, здесь было плюс еще какое, смотрите, Лондон сделал смещение без формирования ликвидности. Когда Лондон формирует такой широкий диапазон без ликвидности, это уже тоже дополнительное подтверждение. Потому что здесь нет никакой ликвидности. Здесь просто имбаланс на М15, это прям чисто будет видно. Вот. Имбаланс, плюс у нас тут вот BPR, Balanced Price Range. Так, минус. Тут было понятно, что цена не сможет дальше подняться выше. Вот эту полку ликвидности имейте в виду. Это полка ликвидности, вот это, да? Это здесь цена формирует опять MXM модель. Именно вот эта полка ликвидности, она будет служить оригинальной консолидацией для следующей недели. Это будет таргетом для следующей недели. Это начало MXM модели. Вот тут опять началась консолидация. Так, здесь консолидация началась. Плюс, сейчас, мы находимся в рейндж. Так. Вот у нас тут на недельном таймфрейме рабочий рейндж. И если мы посмотрим здесь премиум дискаунт, то цена еще не достигла дискаунта. Вот, мы находимся в премиуме. А чтобы достичь дискаунта, цена должна хотя бы протестировать эквилибриум. Вот. И плюс у нас в дискаунте есть непротестированный last FEG, то есть последний уровень имбаланса дневного. К следующей неделе цена вообще ожидает, что сначала мы свивнем этот лоу, мы здесь сформируем какую-то консолидацию, потом здесь будет сформирован опять дневной имбаланс, вот в этом диапазоне. От него цена оттолкнется, упадет ниже в дискаунт, либо вот на диапазон этого last FEG. На пути она будет формировать MXM модель. То есть, сейчас. Тут у нас уже есть оригинальная консолидация. Вниз. Опять такое. Вниз. Тут уже будет SMR. И начнется движение потом в лонг. Вот так. Вот таким образом может быть. Либо цена может развернуться прямо отсюда. Почему? Потому что здесь у нас... Так, если сделать вот так, уберем это все лишнее. Вот этот диапазон, ниже этого диапазона, здесь уже все balanced price, то есть сбалансированный диапазон вот этот. И цене, в принципе, нет особого интереса спускаться, опять тестировать этот имбаланс, только если не считать вот этот swing low, который находится внутри rejection блока вот этого. Вот этот rejection блок. Обычно свинги, вот такие свинги, которые находятся внутри rejection блока, они частенько являются, то есть работают ликвидностью. И цена сначала спускается, забирает ликвидность, потом продолжает. Вот смотрите, вот тут такой же. Вот. Видите, этот swing low находится внутри этого rejection блока. Цена спустилась, забрала, ушла. Потом вот это rejection блок, опять. Вот rejection. И тут находятся вот эти свинги. Цена опустилась, забрала всю ликвидность отсюда и развернулась. То есть такой паттерн, он часто встречается. Так, надо уметь только распознавать это все. В принципе, вот это было все касаемо прошлой недели.
На HTF у нас MMXM модель на buy. Вот этот. У нас Market Maker Buy Model, потому что оригинальная консолидация у нас вот она. Блин. Вот тут оригинальная консолидация. И тут у нас SMR. SMR. Плюс, если взять на дневном таймфрейме, вот у нас уровень цист. А уровень цист, он может, хотя здесь был протестирован, он может быть еще раз протестирован. Это вполне нормально внутри модели MMXM. То есть цена возвращается, делает глубокий тест, тестирует цист этот, затем уже разворачивается и уходит. Здесь прям этот Market Maker Buy Model. Я вижу так. Просто у нас был здесь Last FSG, отсюда получили реакцию. И как раз мы здесь сделаем Silver Bullet. Может даже вот это тоже, ну хотя навряд ли. В следующей неделе мы должны свипнуть вот это low пятницы, только после этого сделаем Silver Bullet новый будет. И он будет как раз таки, если сейчас сделаем, смотрите. Если мы измерим, так, Measuring Gap, ага, вот, смотрите, Silver Bullet первый как раз приходится к диапазону дневного имбаланса вот здесь. Цена может отпуститься до сюда и затем уже продолжит движение. И цена прям отлично работает внутри алгоритмичного движения, да, если смотрите, вот стандартное отклонение, цена достигла 2-2,5 диапазона, и тут у нас получается либо один разворот, либо полностью разворот тренда, да, либо откат, либо разворот. Вот это движение я считаю откатным движением, а если откат, то откаты у нас связаны с чем? С имбалансами. То есть цена должна дойти до уровня имбаланса какого-то, либо этот, и отсюда должна получить реакцию в лонг. И тут, смотрите, то же самое. Цена... Да, блин. Вот, цена прям отлично дошла до вот 5 терминус. Вот, терминуса, и тут делает разворот. Цена ходит пока алгоритмично, не рандомно. Все это прям вкладывается в рамки алгоритма. Так что пока ничего удивительного такого особого нет. Месяц. На месяц здесь как раз мы протестировали, да. Мы еще это в прошлом месяце протестировали, вот этот месячный имбаланс. Вот тут есть маленький имбаланс, вот. А внутри месяца это еще мы только начало, это особо ничего рассказать сложно. Единственное, если брать вот этот rejection блок месячный, то так, rejection блок. Мы делим этот rejection блок на квадранты. Вот. И вот каждый уровень, либо 0.25, либо 0.5, это будут критичными уровнями для цены, откуда цена может получить реакцию. Так. И смотрите, еще один момент. Как раз 0.5 уровень этого нашего месячного rejection блока приходится опять на этот имбаланс, который находится в самом последнем вот диапазоне. Так что вот этот уровень прям очень много, в этом уровне очень много разных элементов стыковываются. Так что есть большая вероятность, что цена может сделать глубокий откат в дискаунт, затем только развернуться. Все, ребята, спасибо всем за внимание. Надеюсь, все было понятно, как формировалась неделя наша прошедшая. Думаю, теперь многие поняли логику алгоритма, как она двигалась. Почему мы сюда пришли?
Да, не только Dow. S&P 500 тоже снял хай месяца предыдущего. S&P 500. Вот. Здесь сейчас перейдем на дневной график. Вот S&P 500 снял хай месяца с октября. Вот тут был хай. Так что у нас есть большой SMT в премиуме, вот, который подтверждает шортовое движение. Когда у нас будет еще одна SMT сформирована уже в дискаунте, вот тогда будет подтверждение, что тренд разворачивается в лонговом направлении. Пока что шорты, да. Потому что, да, вот S&P 500, Dow Jones тоже. Так, перейдем на daily. Вот октябрь. Ну, Dow Jones, он еще в ноябре снял этот хай. Вот в пятницу он снял хай ноября. А S&P 500 он прям снял хай октября. Вот. Так что у нас есть сильные SMT в премиуме, которые подтверждают шорты. Плюс еще не надо забывать то, что если посмотреть, так, сейчас месячный цикл, так, где месяц? Так, вот месяц. Теперь у нас это была только вторая неделя месячного цикла. Вторая неделя завершилась. И если делать анализ по квартальной теории, то уже тут у нас была аккумуляция и начало манипуляции началась. То есть новый месяц формируется по XAMD. Тут в аккумуляции мы сформировали аккумуляцию вот тут. И сразу внутри этого же квартала, то есть да, квартала, началась манипуляция. Нет, навряд ли будет, ну не знаю, снятие месячного лоу, это не знаю. Потому что до месячного лоу есть сильные зоны сопротивления. Если цена пробьет эти зоны сопротивления, то есть когда цена вот тут пробьет этот уровень и закроется телом ниже вот этого дневного имбаланса, то да, я буду смотреть уже, таргетироваться на месячный лоу, то есть лоу ноября будет таргетом. А пока я это все считаю, что это откатное движение. Это откатное движение внутри вот этого трендового движения. Все. Хотя плюс еще, что я хотел сказать. Так. 3 месяца есть годовой цикл у нас тут. Годовой. Вот 12 месяцев. То есть вот годовая свеча у нас, да. Так, удалим это все. Вот годовой цикл. То мы здесь, смотрите, установили сейчас хай годовой свечи, сформировали SMT-дивергенцию, и теперь цена должна сформировать закрытие свечи. Поэтому сейчас идет откатное движение внутри годового цикла. То есть мы конец месяца, конец декабря, это конец годового цикла. Это своего рода как ТГИФ, только в годовом масштабе. Если ТГИФ сделать, так давайте, вот мы начало и лоу, ТГИФ, вот, до 0,2 уровня. А это приходится куда? 0,2 уровень. Это приходится как раз таки к лоу предыдущего месяца.
Вот, обычно ткив, он либо до 0,3, да, либо до 0,4 продолжается. Но вот, учитывая, что это годовой цикл, в принципе, мы уже, оказывается, здесь протестировали 0,2. Вот. Достигли хая и затем сделали SMT-дивергенцию. Пока нет, пока цена не пробьет вот эти основные уровни, я не буду считать то, что цена идет в шортовом направлении за этим лоу. Для меня это откатное движение. Всего доброго, ребята. Спасибо. Хороших выходных. Если будут вопросы, задавайте. И еще один момент. Буду очень рад комментариям под каждым видео Weekly Recap. Если это видео для вас то есть стало полезным, да, объяснило какие-то непонятные моменты, дает вам какую-то пользу, я буду рад любым комментариям под видео и лайкам, потому что это помогает, вы сами знаете, прекрасно для продвижения контента. Я это делаю бесплатно, все это многое, что я здесь говорю, обычно продают в закрытых платных курсах, но я ни у кого не прошу деньги, это просто делаю чисто для себя и для тех, кто интересуется трейдингом, чтобы люди понимали и брали хоть что-то полезное. Это, конечно же, поверхностно. А кто хочет, если изучить более глубоко, профессионально, понимать полное движение, то для таких людей у меня есть свой курс разработанный, где я обучаю полностью понимать алгоритм движения. То есть я могу дать гарантию, то, что при окончании курса вы будете понимать полное движение вот этих в любом графике, в любом активе. Пусть это будет золото, пусть это будет биткоин, крипта, не имеет значения. Алгоритм, он работает везде одинаково. И вы будете понимать полное движение. Почему, где и куда двигается цена. Будете понимать логику движения. Этот курс не торговля по паттернам, не торговля по моделям. Этот курс дает вам полностью понимание движения цены. Всего доброго, до свидания, пока-пока.